все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто, я хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине, антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны. Но разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет. А разве забыли те, кто сегодня пытается обвинять Россию, что министры иностранных дел Польши, Германии и Франции приехали в Киев и поставили свои подписи под документом о урегулировании внутриполитического кризиса как гаранты того, что кризис должен быть завершен мирным и конституционным путем. Этого в Европе, в том числе и в Германии, предпочитают не вспоминать. А если вспомнить, то встает вопрос, почему же тогда руководство Федеративной Республики, так же как и другие подписанты этого документа, не потребовали от тех людей на Украине, которые совершили госпереворот, вернуться в правовое конституционное поле? Почему же они пренебрегли своими обязательствами как гарантов договоренности между оппозицией и действующей тогда властью? Вот они и виноваты в том, что случилось. Наравне с теми силами в Соединенных Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путем. Разве неизвестно, что за этим последовало? Последовало решение жителей Крыма выйти из состава Украины. Последовало решение жителей Донбасса не подчиняться тем, которые совершили госпереворот в Киеве. Вот начало этого конфликта. А потом Россия предприняла все усилия для того, чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами. И в 2015 году в Минске подписали так называемые Минские соглашения, которые, кстати говоря, были конституированы решением Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Это документ, который надо было бы исполнять. Нет. Решили эту проблему закрыть вооруженным путем. Началось применение артиллерии, танков, авиации против мирных граждан Юго-Востока Украины. Почему-то об этом ни в Германии, ни в других европейских странах, ни в США никто, повторяю, никто не хочет вспоминать. Ладно, мы способствовали подписанию Минских соглашений, но их, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И бывший канцлер ФРГ, бывший президент Франции публично об этом заявили. Как это понимать? Они же сказали публично, что не собирались выполнять Минских соглашений, а только подписали их для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос. Разве не так? Как по-другому можно объяснить то, что происходило? 8 лет мы старались добиться этого решения этой проблемы мирным путем. 8 лет. Мне когда-то бывший канцлер сказала, вот, знаешь, вот в Косово, да, действовали мы тогда, НАТО действовало без решения Совета Безопасности, но там же 8 лет проливалась кровь в Косово. А здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе, это что, не кровь, а водичка, что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать, этого никто не хотел. В конце концов, мы вынуждены были сделать что? Когда на Украине действовавшие тогда власти заявили, что им не нравится ни один пункт в Минских соглашениях. А министр иностранных дел сказал, что выполнять не будем.
Вы понимаете, что на этих территориях деградация началась, и экономическая, и социальная. 8 лет, я уже не говорю про убийство, постоянное убийство людей, женщин, детей и так далее. Что мы вынуждены были сделать? Мы вынуждены были признать их независимость. Мы же не признавали почти 8 лет их независимость. Все ждали, пока мы сможем договориться мирным путем и решить этот вопрос. 8 лет! Когда объявили, что никаких мирных договоренностей реализовывать никто не будет, что мы вынуждены были сделать? Мы вынуждены были предпринять попытку вооруженным путем заставить их это сделать. Но не мы начали эту войну. Война началась в 2014 году после госпереворота и попытки задавить тех, кто не согласен с госпереворотом, с помощью пушек. А теперь вот для людей, которые следят за международными событиями, так, за международным правом, что произошло дальше, что мы сделали? Мы не признавали 8 лет. Когда поняли, что мирным соглашением в Минске не суждено быть реализованным, что мы сделали? Я прошу внимания, пожалуйста, всех. Мы признали независимость этих самопровозглашенных республик. Мы могли это сделать или нет с точки зрения международного права? Как говорит статья 1 Устава ООН, могли. Это право нации на самоопределение. А Международный суд ООН принял решение, оно же изложено на бумаге, что при решении вопроса о независимости и самостоятельности, если какая-то территория какой-то страны принимает такое решение, она не обязана обращаться в вышестоящие инстанции этого государства. Все это было сделано в связи с Косово. Но есть же решение Международного суда ООН. Там так и написано. Если какая-то территория приняла решение о независимости, она не обязана обращаться в столицу за получением разрешения на реализацию этого права. Но если это так, а так написано в решении суда ООН, значит, эти непризнанные тогда республики Донецкая и Луганская имели право это сделать. Они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно, имели. Но как же? Мы их признали. Потом заключили с ними договор. Мы могли заключить с ними договор или нет? Да, конечно. Договор предусматривал оказание помощи этим государствам в случае агрессии. Но Киев вел войну против этих государств, которые мы через 8 лет признали. 8 лет мы их признали. Мы могли их признать? Могли. И затем, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, мы оказывали им помощь. Вы знаете, вот чего бы здесь кто ни говорил. Ну, вот я и господину Гутерришу то же самое рассказывал. Вот прямо эта логика, шаг за шагом. Где здесь ошибка? Где здесь нарушение международного права? Их нет, этих нарушений, если говорить с точки зрения международного права. Да, мы потом слышим ответ. Но все равно вы напали. Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно. А первый шаг к войне сделали те, которые поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный.